Здравствуйте, товарищи, это Сергей Цветаев, шеф-редактор проекта «Эра». И у меня в гостях Роман Амельянчук, методолог обучения системному мышлению. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Мы как раз перед эфиром говорили с вами, в том числе о логике, которая была исключена из школы в постсталинскую эпоху, что, конечно, по моему личному мнению, было системной ошибкой. Но на самом деле это такой заход на разговор, а общая тема заключается в том, что мы с вами очень хорошо совпали и сошлись буквально сейчас в разговоре до эфира касаемо того, что система образования здорово хромает. И здорово хромает она не по каким-то там отдельно взятым причинам, а потому, что вы очень точно подметили и предельно точно охарактеризовали. Мы отстаем в дальнем целеполагании. Может быть, в моменте все еще куда ни шло, но если говорить о том, что сегодня мы должны думать о тех, кто будет решать какие-то огромные системные задачи через 20, а давайте честнее скажем, через 30 лет, тут, конечно, у нас провал. Вот вам слово, как вы видите эту ситуацию, что мы можем предпринять, что не можем предпринять, где мы, куда мы идем. И как нам туда добраться? Да, давайте посмотрим на ситуацию системно, чтобы понимать, да, Да. что вообще система образования не возникает сама по себе. Это производная, грубо говоря, заказа государства на интеллектуальное качество человека будущего. То есть не сегодняшнего, не через 5 лет, а через 20-30 лет, каким должен быть человек с интеллектуальными качествами в то время, когда я планирую. Потому что мы сегодня закладываем, условно говоря, детсадовское образование, началку, школу, потом техникум, если вуз, и через 5 лет он входит только в профессию. То есть получается 30 лет нужно, чтобы создать грамотного специалиста, глубокого специалиста, то есть фундаментальщика. Мы сейчас говорим о фундаментальных вещах. Ну, наверное, 25, но вы берете все-таки 30, если потому прям что совсем. кто-то пойдет в очень глубокую науку, да. Кто-то закончит МФТИ, а потом еще второе высшее, там, скажем так, с атомной промышленностью. 20-30 лет, скажем так, минимум 20, меньше не получится. Это минимум, понятно, 10 плюс 10. Где-то, да, медиана проходит по 25 годам, значит, поколение, да, биологическое поколение. Соответственно, вопрос возникает, а откуда возникает у государства потребность? Значит, есть какое-то долгосрочное планирование, что я хочу видеть в государстве через 25 лет. Соответственно, возникает вопрос, какая экономика будет через 25 лет? Потому что образование – это вторая сторона медали экономики, потому что мы схлопываем технологию и способности людей. В одном, две ладошки хлопают, правильно? Понимаем? Соответственно, получается, если мы понимаем, что будет через 25 лет, мы начинаем проектировать систему образования именно. То есть мы готовим сначала концепцию образования, из нее получается методология преподавания, что мы хотим достичь и как достичь. Да? Потом мы готовим специалистов, потом специалисты приходят в школу, в вуз и готовят уже конкретных людей, которые будут через 25 лет. Вот эта проблема, она на самом деле многими не осознается. Все хотят, а давайте мы как-нибудь подкрутим систему, здесь технологически, здесь как-то и там еще и это, докинем денежек, чтобы это хорошо работало, там была мотивация. И оно поедет, оно не поедет. Потому что, поменялись условия кардинально, мы вошли в другой технологический уклад. В принципе, просто мы-то отстали, именно как государство, но весь мир шагнул далеко. То есть уже управляет обществом не идея, а смыслы. То есть для чего мы это создаем. То есть уже есть запрос у людей, для чего мы будем создавать это общество. Вот эти высокие скоростные поезда, технологии, эти оборот информации, все остальное. Это вопрос, а что будет с человеком? Где его место? Кто он будет? Потому что если мы говорим о советской системе образования, она была системная. Она была массовая, системная. Она брала уникальных детей, и вытягивала их, и растила до выдающихся людей. Человек из Рязани полетел в космос. Понимаете, да? То есть, ребят, о чем мы говорим, да? Куча специалистов, они получили выдающееся образование. Я помните, я вам говорил, да, до передачи об исследованиях. Значит, смотрите, я повторю его для зрителей. Значит, было исследование, исследовали гениальных людей, которые что-то достигли в жизни, в науке, в каких-то отраслях, то есть внесли какой-то вклад осязаемый. Выяснилось, что эти дети были просто обычными середнячками в школе. Не пятерочники, не двоечники, середнячками. И это было в массовости. И самое интересное, что их объединяло, это интересы.
интересы и увлечения. То есть они были разносторонние личности. Если вы понимаете, как работает открытие, это не монодисциплины, это симбиоз, как бы вот это так называемое... На стыке наук, да. да. На стыке наук, на стыке предметов, да. Я это называю островки знаний, которые вы вот поднимаете из воды в детстве. Они остаются маленькие, постепенно потом нарастает, как бы насыпь возникает. Потом это возникает материки знаний. И вот здесь возникает фундаменталка. Когда у вас есть моноспециалист, условно говоря, там, вот об ошибках сегодняшних родителей, они делают из детей монопредметников. Ты будешь математиком, ты физиком, там, не знаю, только художником. Ты будешь... Зачем мне нужны стихи, когда мы учим математику? Я им объясняю, ребят, значит, есть образное мышление, это целое. Есть абстрактно-логическое, это то, как мы разворачиваем этот образ на составные части, переходы делаем между ними. Если вы не учите стихи, вы только варитесь в одном полушарии, математик, то есть моноспециалист. Если вы развиваете только одно, вы не можете делать конкретику, вы видите как бы, этот образ, да, как говорится, я вижу, понимаю, а сказать не могу, как собака Павлова, да? Возникает этот парадокс, что вот у нас система образования вообще это не учитывает. И все родители пытаются сэкономить, натаскать там ЕГЭ, на ЕГЭ, там сейчас на олимпиадников, да, вот эта проблема с олимпиадниками возникла. Это они для государства, для 25 лет вперед ничего не дадут. Не будет этого перехода, потому что они закончат, что-то из них получится, но это не будет фундаментальных открытий. Это не будет Менделеев, это не будет Курчатов, это не будет Королев. Понимаете, да? Вопрос ведь в том, что для того, чтобы переломить ситуацию в моменте, нужны кардинальные изменения. Кардинальные изменения невозможны только сверху. Представим себе, что есть энное количество мотивированных детей на сегодня, которые, в принципе, готовы двигаться вперед, целенаправленно, не по узкому коридору, как абсолютно верно вы охарактеризовали текущую ситуацию, часто встречающуюся. Но, да, и они обладают и абстрактным мышлением, и желанием впитывать знания, восприятием, таким всецелым восприятием мира. Но к ЕГЭ-то надо готовиться. Не сдав ЕГЭ, поступить-то невозможно. Вот эта вот ловушка временная, которая сегодня существует, она ровно то, о чем мы и говорили до эфира. Да, нужна долгая, длинная воля государства, изменение общего уклада, и тогда буквально там уже через 10 лет мы можем получить самые первые результаты, как мы с вами говорили, и возможно, через 20 лет, но невозможно, при целенаправленном усилии у нас будет и институт главных конструкторов, да, то есть совет главных, то есть мы сможем создать фундамент такой стартовый стол для рывка. Но вот в моменте сейчас ситуация предельно сложная. Чтобы поступить, вот школьник, я их наблюдаю много, и у нас тут активно сейчас обсуждается на Авроре тема создания молодежного клуба, именно с акцентом на 10, даже больше на 11 класс. Собирать их здесь раз в неделю, говорить о смыслах, ну вот с начала сентября. Ведь им очень тяжело. Потому что даже те, кто из них мыслит, ну слово даже не пренебрежительно по отношению к ним, а к ситуации, они в тисках. Ну как, им же деваться-то некуда. Смотрите, вот проблему надо разделить на две части, как я понимаю. Первая, это важная проблема, что делает сейчас система образования. Она дает одни знания, определяет требования в виде тестов другие, они между собой не сходятся. Чаще всего, да. То есть невозможно просто подготовиться в школе для тех экзаменов, которые тебе дают на ЕГЭ. Это уже факт исторический. Да, этот вот абсолютный абсурд, да, он является фактом. Что делают родители? Они вот эту компоненту недостающую допиливают через репетиторов. Потому что хоть как-то есть репетиторы, которые именно натаскивают на ЕГЭ, есть репетиторы, которые натаскивают на олимпиады. И вот эти два диаметрально противоположных направления, они сейчас слились, потому что одни заместили других, и 100-бальники не знают, что делать. Ну, вот все, сидим, и чего? 2 года она убивалась там за этими партами, там, до вечера считали, там, ну, так далее, понимаете. А в новых ничего не получается. Вот, это первая проблема. Вторая, что сейчас образование строится за счет памяти. Ты должен запомнить, ты должен впитать, ну, то есть как бы за счет памяти. То есть если в будущем так называемые эти технологии заместят все функции, которые связаны с памятью, ну, через искусственный интеллект, да, то попытка сейчас выйти этим же путем через человека, они катастрофичные, потому что невозможно вместить все вот эти даты, все вот эти вот, получается, несистемная история. Но есть выход. Вот мы с вами говорили, да, дети, которые, условно говоря, обладают системным мышлением. Что они делают? Что такое системное мышление? Давайте немножко расскажу. Это способность видеть из частей общее и понимать его функцию. Вот когда мы это понимаем, мы можем учить предмет
декомпоновывать сами недостающие, не запоминать, а декомпоновывать и получать выводы. То есть, допустим, если мы берем какой-нибудь вопрос по ЕГЭ, мы смотрим же, какие у них предыдущие были, как делать предыдущие задания, прорешиваем, как делать. Да, конечно, пробники те самые. Да, и находим как бы алгоритм решения. Но можно из них вывести общее. То есть какие задачи, как классифицировать и как найти, то есть подход решить. То есть не решать 1000 вечером после учебы, уставшим, а системно подойти к этой истории. То есть ты должен видеть, систематизировать все эти задачи. То есть это уже как бы навык такой. То есть это как бы метасистема, да, как что давала советская школа, мыслить. То есть ты приходишь и ты мыслишь. И когда она спрашивала же человек, да, у человека, почему? Он искал того, кто мыслит. То есть ты можешь быть троечником, но ты так это обосновываешь, что, ты, может, не знаешь там этих формул по физике, падения, так далее, но ты можешь обосновать свое решение, и оно будет правильно, в том плане, что ты его защитил. Да. А ЕГЭ, получается, сдал, не сдал, то есть память работает, но память – это не единственная функция у человека. Ну, конечно, всеохватное восприятие куда важнее. Понятно, что может быть и интересно знать, в каком году родился тот или иной деятель науки, например, да, и где он родился. Да. Но гораздо важнее знать, что он был как таковой, и чего он достиг, и в каких областях. Я согласен, что это такая вот профанация. Но для того, чтобы развить это системное видение, эту всеохватность задачи и, например, проанализировать 4 базовых предмета ЕГЭшных, это что же надо пройти курс обучения? Ну, знаете как, тут... Ну, буквально. Я скажу, да, то есть как бы вопрос не научиться невозможно. Это легко дается. Нам просто нужно начать и сделать. Кажется, что мы начали с логики. Сложный предмет? Мне кажется, нет. Там есть базовых, по-моему, 10 понятий, да, условно говоря, видовой, родовое, вот это отличие, умозаключение, гипотеза. Когда ты понимаешь их взаимосвязь, ты получаешь систему. У тебя, может быть, какие-то есть пробелы в деталях, но ты целое видишь. Ты видишь как бы издалека велосипед. Приближать его, видеть все спицы, но ты видишь, что есть колеса, то есть видишь систему. Вот так же логика. Если детям как логику преподать системное мышление, понять, как работает. На самом деле, что такое системное мышление? Это элементы, взаимосвязи между ними, структура и общая функция, которую они выполняют. Все. Понимаете? Вот если собрать так вот. Я-то понимаю. Но опять, это все равно некий отдельный курс. Предлагаете ли вы такой отдельный курс? Да. Вот это прямой, вот буквальный, практический вопрос. Хорошо. И если да, то помогает ли он системно снизить, что ли, избежать критических нагрузок при подготовке к ЕГЭ? Смотрите. Вот так вот, если я вот слышу об этом вот буквально первый раз. Смотрите. Вот в таком ключе. Смотрите. Мне вот интересно. Да, у меня есть люди, дети, которых я обучал лет 8-10 назад. И вот они за свою жизнь не испытывают вообще никакого беспокойства, никаких проблем в школьных предметах. Потому что они схватывают все мгновенно, потом у них есть свободное время, и они допиливают, условно говоря, свои знания, сами докомпонуют, что-то там дают им репетицию, но они это системно упаковывают в себя. Немножко забегу вперед, мы в этом году выпускаем учебник для начальной школы. Он тестовый, пока он не будет выходить в общий тираж, мы выпускаем как раз, протестируем на первоклашках возможность с 1 класса дать системные знания. Это пока такая экспериментальная история, в закрытой участвуют школы. Просто мы этот опыт, который был частный, мы пытаемся масштабировать на школу, чтобы уже начать не с 5 класса, 6, 7, а с 1, чтобы уже дальше дети сами как-то не учатся разговаривать, используют язык. Также они могли использовать эти системные возможности для того, чтобы учиться самому. Что же касается тех, кто постарше, здесь придется попотеть, но в плане того, что, скажем так, наверное, месяца 2 надо плотной работы. Лучше 2, как помните, в том мультике, лучше день потерять, а то до 5 минут долететь. Вот это здесь то же самое. Давайте потратим 2 месяца плотной работы, по полчаса каждый день. Да, тяжело, но не тяжелее, чем заниматься с репетитором каждый день. Но ты понимаешь основы, ты понимаешь как. Это как методология. Да, ты можешь изучать русский язык на словах, но не знать грамматики. Ты выучил грамматику, ты понимаешь, где подлежащее, где сказуемое. Вот тоже здесь то же самое. То есть ты когда понимаешь, но это онтологические знания, которые навешиваются на любой предмет. А любой предмет для системы мышления это не более чем пища, которую он переваривается, сопоставляет, потому что любой предмет он системный. Вот даже физика. У нее же есть физика, потом идут эти
ядерная физика, электродинамика, там, да, кинематика и так далее. Внутри тоже есть элементы. Так это все рассказываешь, ты понимаешь, для чего нужно. А когда ты приходишь на предмет, и тебе... Сегодня мы изучаем, там, не знаю, там, какой-то закон Ома. Почему Ома, да, почему так? Да, вот, ну, понимаете, да? Вот мы с вами еще начали дискуссию. Физика – это простая предмет, да? Вот что такое физика? Это исследование закономерности, исходя из физических свойств предмета. Да? Мы об этом говорили. Мгм. И на чем она жизнится? На 4 вещах. Дальше идут их производные комбинации. Первая – это метр. Вторая – это килограмм, который тоже идет от метра. Потому что мы взяли вот это вот литр, это 10 на 10 на 10 сантиметров. Налили в него воды дистиллированной, получили вес, килограмм, все. И что у нас еще остается? Остается у нас еще секунда, это вращение Земли, мы поделили там 360, ну то есть все от Земли идет. Потом мы ее просто завязали на колебания, ну это отдельная история. И у нас еще остается так метр, вес и... Третью забываю все время. Ну, в общем... Вы да. о том, что заход делается на образное восприятие того, где истоки предмета. На системность, на Где причину, на причину. Да, причину. Я говорю, где истоки предмета. Да. Из чего он вырастает, где корни дерева. Да. Когда ты видишь эти корни и понимаешь, что физика буквально поднимается вот из этого, а химия внутри содержится Да. вот в это ее основное Да, ядро, да. ты как будто бы, ну не как будто бы, а проникаешь в первоначальную суть и начинаешь воспринимать это, ну скажем, как часть мироздания, не как отвлеченный учебник, Да, который да. стоит на полке и выдирает у тебя каждый день по 2 часа жизни. Хорошо. Такую вещь вам скажу. Мы говорили с вами о русском языке, о китайском языке, о разных способах восприятия и описания мира. Вы сказали, до эфира мы говорили, вы сказали, что русский язык особенный, уникальный, безусловно, в своей образности, в своей наполненности, в передаче эмоциональных оттенков. Да, у нас иногда одному действию или одной эмоции отведена там целая страница. И там можно, как говорится, развернуться, будь здоров. Между тем, касаемо того, о чем говорите вы. Вот китайцы. У меня друзья китаисты. Прям такие настоящие китаисты с языком, пожившие там, поработавшие, продолжающие поддерживать связи с Китаем. Они говорят, что китайские дети воспринимают мир полнее, чем прочие дети. Ну, вернее, дети, общающиеся через иероглифы, не обязательно китайские, просто я знаю, да, там, через Китай эту историю. Почему? Потому что, там, ну, не знаю, образно, ядерная энергетика, написанная буквами, это ядерная энергетика. А иероглифы – это нечто, что как-то из чего-то складывается и формирует ассоциативную картину. Да. Вы фактически предлагаете второй алфавит. Не совсем, смотрите. Ну, условно. Вы предлагаете не алфавит, но вы как бы даете некую такую накладную такую матрицу, через которую восприятие знаний становится яснее, что ли, понятнее и цельнее. Целостней, да. Целостнее. Целостней, да. Потому что, смотрите, вы правильно сказали, что у китайцев, они мыслят иероглифами. Иероглиф – это образ. Образ. Они сначала видят, Образ. это код. Вот иероглиф – это код. За кодом стоит образ. Они его восприняли и запомнили. Но образ без динамики, он не развивается. Вот мы пытаемся левым полушарием развивать образы, но образы у нас как бы не развиты. Если мы можем сначала представить предмет, потом сделать с ним динамику, какое-то изменение, и зафиксировать состояние. У нас прошло изменение. То китайцам это тяжело сделать. Они видят сразу область целиком, у них это как бы мир остановился. То есть у них вообще восприятие мира циклично. У нас линейно, у них циклично. А если мы собираем это в едином, мы развиваем одно полушарие и второе полушарие, мы можем представить предмет целиком, а дальше учим до любой глубины. До какой хочешь формулы мы такой, потому что, вот простой пример. Все путаются вот этими длинными формами, когда, помните, там умножается скорость на скорость и так далее. Что такое скорость в квадрате? Это когда у тебя есть отношение, есть движение, а есть неподвижный объект. Вот ты движешься, но если ты движешься без ускорения, ты можешь зафиксироваться как неподвижный объект. И в отношении тебя следующее ускорение – это новое движение. Поэтому просто умножается скорость на скорость. Вот как c в квадрате получается. Когда дети это понимают, кажется, все просто. Вот если таблицы, они просто совмещаются просто в логику построения, как у китайцев. У них же иероглиф сборный в основном.
Да, Да? сборный, а потом Да, речь, что да. он один сам по себе олицетворяет и действие, и, возможно, его некоторое Да. окружение Да. смысловое. И Контекст. тогда, увидя такой иероглиф, может быть, ребенок, мыслящий иероглифами, где-то отдаленно понимает, что такое примерно ядерная энергетика. Да. Это такой, Отвлеченный пример, да. Да. Но это правильно. Но у нас язык фонетический, и мы имеем возможность переставлять как угодно слова, но смысл остается, и поэтому у нас есть возможность парадоксально мыслить. То есть мы видим образ, представьте, да, и нужно найти какую-то задачу. И мы просто, вот как делают ученые, я, по крайней мере, слышал вот это в ядерной энергетике, они, может, 5 дней бьются над задачей, потом берут день, уходят по грибы с гитарой, там, ну, костер, гитара, все ну так и есть, это и в кино советском отражено. Да. И потом Да, у них 9 дней одного года, решение приходится, вот, вот решение, оно простое. Почему? Потому что нужно переключиться. Переключиться. А почему? Потому что вы набрали всего, комбинаторики много, мозг должен остыть, условно говоря, да, перегрузиться, и потом говорит, вот решение, не надо зацикливаться. А мы, получается, когда используем память, мы зацикливаемся. Вот это пытаемся, надо быстрее, больше. То есть знания фактически в школе фактологические, а должны быть методологические. Методология это как? Да? Вот смысл как, для чего? И когда мы ставим вопрос, ребят, для чего и как, вот через 30 лет кто у нас будет? Какие должны быть специалисты, в каких областях? Не просто сейчас вот быстренько поубирать, потому что есть какая-то потребность поставить там KPI, да, всем этим людям нужным и так далее. Мы на Авроре в рамках проекта Эра говорим как раз о будущем. О моделировании будущего, построении будущего. Безусловно, мы говорим о том, что по-хорошему проект освоения государства во всей его полноте, со всеми ресурсами, если мы говорим, например, применительно даже только к России, он должен быть составлен на 1000 лет, по-хорошему. А 100 лет должно быть примерно ближним горизонтом. Потому что вот вы и финансист, и технарь, и поэтому я вам сейчас приведу пример недавнего нашего эфира. Мы тут вспоминали, обсуждали Пензенскую ПЭС, приливную электростанцию, которая не была построена при Советском Союзе, не построена до сих пор. Она в силу своей необычности, она сложна, конечно, чрезвычайно в проектировании. Это абсолютно рабочий проект. И она тянет за собой, это такой флагманский проект, она тянет за собой там на северах вероятностное строительство нескольких городов, потому что энергию нужно к чему-то применять, но не к тому, что энергию нужно применять, а к тому, что это самодостаточное, да, свойство, которое может обеспечить развитие целого региона буквально, с насыщением там, инфраструктурным, демографическим и всяким прочим разным. 10 таких проектов, 20, 30 – это уже новая индустриализация, реиндустриализация. Она потребует колоссальных усилий и человеческих ресурсов, осмысленных максимально, тех людей, которые обладают мышлением не фактологическим, я слышу вас, а методологическим, которые способны мыслить образами, а значит прозревать буквально будущее, как бы это странно ни звучало, потому что надо видеть его во всем многообразии для того, чтобы находить единственное или одно из наиболее верных решений. Эта задача настолько велика и настолько системна, что в сегодняшнем нашем состоянии и образовании экономики мы как будто бы не можем к ней подступиться. Но и сила осознания ситуации заключается в том, что об этом надо говорить сейчас. Если смотреть из дня сегодняшнего, для такого будущего, отступим хотя бы на 100 лет. Понятно, что это не настолько критический срок, и понятно, что огромные системные проекты, как вот такой, который я упомянул, да это 20-30 лет на его осуществление. И потом на развитие городов, и понятно, что это там не менее 200-300 тысяч населения каждый город, а может быть и миллионники. Это колоссальная задача. Она одновременно, я повторюсь, и экономическая, и социальная, и демографическая, и культурологическая, и политическая, и не знамо какая еще там. И, естественно, это огромный стартовый стол для наук. Что мы можем делать сегодня? Потому что, это безысходность. Мы же понимаем с вами, что ресурсы практически не ограничены. Просто текущее ограничение ресурсной базы, оно лишь в том, что вот сейчас, вот в этом рыночном капитале, это выгодно добывать, а это невыгодно, потому что оно на рубль там, дешевле. кило дороже.
Но если стоит великая цель и великий проект, не какой-то абстрактный, а великий проект, то, конечно, этот рубль уходит в небытие, он ничего не стоит, потому что это окупится сторицей впоследствии. Если мы так размышляем, и мы понимаем еще тему крайней недозаселенности нашей территории, крайне, то эти проекты представляются просто жизненно необходимыми. И как будто бы мы стоим перед странной ситуацией. Нам действительно нужно бежать вперед со страшной скоростью, а мы топчемся на месте. Что мы, условно говоря, вы, я, вот мы, что мы можем делать для этого сегодня, осознавая, длинной воли, долгой воли государства в сторону таких проектов не проявлено сейчас. Не проявлено. Это очевидно, и это текущее состояние, оно таково. Сейчас вообще с длинным планированием сложно, вот оно обстоит сегодня так. А что мы можем сделать? Понимая безысходность, ситуации, если топтаться на месте, безысходность в этом смысле, и понимая и то, что вы говорите, а почему же мы не думаем, я повторяю вас, почему же мы не думаем, какие специалисты стране нужны будут через 20, а скорее через 30 лет, а я не оппонирую, а дополняю вас, говорю, а почему же мы не думаем, какие предприятия уже должны быть реализованы через 20, а скорее через 30 лет, и вы подумаете о том, кто будет обеспечивать их абсолютно трудоспособной, осмысленной, рабочей, интеллектуальной силой, но ведь надо подумать и еще дальше, потому что надо и следующий мост закинуть еще на 30 лет вперед, это значит на 60, на 70. То есть все как будто бы руки развязаны, все вот у нас, бери да делай. Да, знаете, как иногда фантазии нужно приземлять, потому что они, конечно, они проходят, они не плохие, не хороши. Просто фантазия — это вообще горизонт мыслей, который не имеет конкретики. Да? Когда мы приземляем их, что-то отсеивается, что-то понимаем, что не сейчас, что-то потом. И мы должны понимать, а что главное. А главное — это какой технологический уклад будет следующий. Не текущий, потому что он уже понятен, он уже сформировался, а следующий. Вот сейчас, допустим, все называют информационный технологический уклад. Когда будет работать техника, полностью генно-модифицированные люди, одна страна, другая немножко в другую сторону наклоняется, неважно. То есть это уже проблема решена, потому что она кем-то когда-то давно запланирована. Сейчас просто видим ее реализацию. Мы видим этих и GPT, другие чаты, которые уже есть. Соответственно, получается, кто-то же тогда задумался. Да, конечно, они не возникли одномоментно. Да, значит, вопрос возникает, а какой будет технологический уклад следующий? Какой? А я предполагаю, что, скорее всего, он будет связан с производством вещей, из самого структуры вещества. То есть мы будем менять вещество, и оно будет создавать предметы. Это пока фантастика, кажется. Примерно, не настолько. Да, ты как телефон, говоришь, телефон. Не настолько, не настолько фантастика. Но возникнет вопрос. Речь идет и о живой, и о неживой материи. Да, вопрос просто направленности. Возникает вопрос, а что останется стабильным? Стабильным останется человек. Значит, нужен человек с мозгами, который это сможет реализовать. Не только реализовать, а понять, что это можно, а это нельзя. Потому что это опасно, а это не нужно. И не в плане того, что это коммерчески выгодно. Вообще слово коммерция должна уйти на второй план, потому что это была мотивация для того, чтобы ускорить технологическое развитие. Полностью поддерживаю вас. Да, и когда мы скажем, ребят, мотивация, что делает человек, он избегает неприятностей, дискомфорта и получает удовольствие, по большому счету. Просто они трансформируются в какие-то удобные социальные формы. Да. И так им управляется. Ему говорят, хочешь получать больше? Вот тебе мотивация, какая мотивация у компании? Прибыль. Какая мотивация? Прибыль. То есть, а что такое прибыль? Это как раз монетизированные блага. Но их не может быть много, потому что, условно говоря, мы разрушаем экосистему. Но мы можем посмотреть на другую сторону вопроса. А давайте сделаем социальные проекты важные. То есть мы решим, допустим, цифровыми рублями, цифровой валютой, разведем контур потребления и контур инвестиционных денег. В принципе, для этого все делается. Как в Китае, это деньги Чао, деньги Би. В эпоху Юаня так было. Сейчас они возрождают всю эту историю, золотой юань и потребление. Надо сделать то же самое, и тогда сказать, ребят... Вы говорите о двухконтурной экономике? Да, двухконтурной экономике. О сталинской экономике. Да, она же... безусловно. Да, она же экономика Чингисхана. Если далеко копнуться, я так сейчас. Получается что? Получается, мы решили проблему этой пирамиды Маслоу. Нижнюю часть отсекли, у тебя все есть, дом, дальше только твори. И мы тебе даем среду, в которой ты растешь человеком, приобретаешь качество,
там, условно говоря, интеллектуальный и так далее, и дальше работаешь, ну, мы планируем человека, то есть интеллектуальный, и дальше ты работаешь на тот уклад, который будет впереди. То есть это как бы две вещи. Нельзя сказать, давайте вот делать электростанцию или что-то еще, как технологические рывки, без привязки к человеку. Нельзя растить человека без привязки куда его. Вот они вышли, допустим, там эти юристы, которые, да, наплодили. Ну куда это? Сейчас юристы уже, в принципе, вот особо так не... Ну, никуда. Да, все. Также могут выйти, вот я там специалист там, по левому уху. Подожди, нужно понимать весь организм. Да, вот нужно понять, почему у тебя возникает. Это да? хорошо про целостность, да. Потому что лечим в основном следствие, Вот, никогда причину. Конечно, пришел человек с гипертонией. По почкам дали, говорит, ну, почка страдает, да, дали там от давления, страдает печень. А печень это к следующему, это уже не моя. Я твою проблему решил, следующий кабинет это к нему. Нет понимания всего организма. У китайцев, на самом деле, у них они лечат по пульсу, знаете, да, у них есть. Да, я знаю. Вот эта вся история. Могут, значит, что-то есть. И получается, надо смотреть настолько далеко, на тысячу лет, да, условно говоря, а что будет потом? То есть, что мы оставим потомкам? Потому что мы, планируя сейчас, закладываем фундамент, который, условно говоря, вот мы сейчас с вами пожинаем плоды, условно говоря, советской культуры, образование, все остальное. Абсолютно. А что мы передаем дальше? Да? Вот эти коммерческие отношения, ну, это уже истякло, это уже неинтересно, это, как говорится, это скоро хочется продукт. Вот это вот, потому что сегодня захотел одно, завтра другое, он как обезьянка, которая там таскает эти вот монетки в эксперименте. Да? Но мы приходим к тому, что есть эксперимент в Вселенной 25, когда слишком много удовольствия. Да, заканчивается вымиранием. Да, поэтому, ребят, Знаем. Куда мы бежим? Вот эта цель должна быть четко понятна, обеспечена технологически. То есть это такой, знаете, как вот проект, помните, был Гуаро, или как он назывался, помните? Гойлоро. Да, вот сначала его создали, а потом все потянули. Сейчас нужно сделать то же самое, только понять, ребят, что у нас будет. Вот у нас есть территория, да, вот есть окружающий мир, у нас есть система, есть вне системы. Кто мы там, как мы с ними работаем, как мы с ними связаны, ну, тоже Китай и все остальное. И исходя из наших возможностей, да, из нашей не логики намерений, а логики обстоятельств, мы начинаем проектировать наше будущее. Фактически вы говорите о том, что нам в первую голову нужен новый человек. Ну, В массовости. в массовости, Да. в массовости. Опыт создания новой общности уже был. Это тот самый советский народ. Да. Он закончился не самым успешным образом, но я не считаю, что он был провальным, потому что вы хорошо сейчас сказали, что мы пожинаем плоды, и это не горькие плоды, это истинные плоды советского экономического уклада. Во многом мы, между прочим, благодаря именно этому живы сейчас, вот буквально. Да. А общность советского человека, она как будто бы растворилась во времени и в нашей крови. Мы генно модифицированы тем опытом историческим, потому что мы несем в себе вот этот ген несгибаемости, ген великих достижений, память о том, что мы можем, что мы не так слабы, как нам внушает сейчас общественный уклад, а мы на самом деле намного сильнее, можем совершать рывки, которые из дня сегодняшнего кажутся каким-то безумием. Нам нужно создать новую общность. Нам нужно создать... В первую очередь через образование. Я думаю, да. И нужно... Человек выковывается в образовании. Да. В образовании и в культуре. И воспитании. Конечно, это все конечно. связанные вещи, потому что культура действует мягкой силой. Образование специализирует тебя как специалиста. Это структурирует. Да. Это фактически внутренняя кристаллическая решетка. Да, то есть культура отвечает за смыслы, для Да. чего ты получаешь образование, как ты это будешь достигать. Да. Ну, я имею в виду экономически, да, условно говоря. И получается такой И симбиоз. воспитание. И воспитание в том числе. Оно Это как вектор. вектор да? морального... Кто ты есть. Да. Различаешь ли ты добро и зло? Крошка сын к отцу пришел. Да, и получается такой парадокс, что у нас, посмотрим на экраны, учат одному, а программа государственная другая. Конечно. Полный разрыв шаблона. Да, и получается, что, ребят, а вот цензура, она как вообще нужна? Вот посмотрите, на Западе нет цензуры. Есть, но она не такая. Она есть, но она не такая. А вам кажется, что и нет. Там не запрещают. Там, знаете, как называется? Технология трения. То есть, когда ты, условно говоря, она везде применяется. То есть, когда тебе что-то удобно, ты идешь туда. А когда, допустим, невозможно, вот, допустим, ты платишь по QR-коду, да? Быстро, удобно, там и по СБП, все. Но когда ты начинаешь платить карточкой, там нужно ввести пин-код, ввести то. Это называется технология трения. То есть, когда тебе сложнее сделать то же самое действие, но другим способом. И ты потихонечку переходишь в это. Вот так управляется общество. То есть, в глобальном масштабе. Ну, примерно, да. Да, и здесь Да нужно даже не примерно. Да, и здесь, получается, нужно сделать то же самое. Тебе должно быть удобно быть хорошим. Это должно быть престижно. Вот дети, на самом деле, они же не потому, что так плохо, потому что они плохие, потому что модель поведения им, реализация дана это вот навязанная, такая. это внушенная история. Но создание новой общности – это задача, которая может быть решена двумя способами. Либо это долгий эволюционный путь,
долгий эволюционный путь через вот донесение вот этой искры знания. Вот вы этим занимаетесь, вот мы этим занимаемся. Это долгий эволюционный путь. Второй путь – это проявленная, повторюсь, долгая, длинная воля государства. И тогда, не знаю, будут ли удивлены наши слушатели и зрители, по моему мнению, если она будет проявлена завтра утром, то через 10 лет у нас будет первое поколение, вышедшее из школы с 1 по 10 класс. Там, скорее всего, если такая воля будет проявлена, скорее всего, 11 класс отвалится сразу. Да. Все будет упрессовано в 10, как и было, ну и со всеми вытекающими положительными последствиями. И через 10 лет мы получим людей из небесной стали. Я думаю, да. Но такой момент еще очень важный. Вы только дайте импульс. Люди уже устали от того, что вот эта вот часть, им только покажите, что вот мы готовы вам помогать, например, государство, создавать этого человека, и все поменяется. Человек как мыслит? Он мыслит категориями. То есть вот синоним и антоним. Да? Разница между ними дает понимание. Вот люди уже наелись вот этого антонима. Им нужно показать, уже многие уже все, уже внутренне говорят, ну зачем это все, эти тысячи видов колбас, эти джинсы, ну, да, вот это мы говорим. Ну вот вы понимаете, странным образом, как будто бы все еще не наступает интоксикация предельная. Вопрос... Как будто бы все еще критическая масса не набрана. Ну вот так вот сколько это вот не ужасно, но вот похоже же так. Ну, знаете, хотя, конечно, зреет вот это внутреннее такое остервенение, но оно еще не вызывает того самого рефлекса, когда просто больше невозможно. Оно не будет вызывать, оно просто будет вызывать отторжение. То есть отторжение. Вот, да, вы просто это не смотрите, вы просто этим не занимаетесь, вы просто это не замечаете. Да, но оно отнимает все равно жизненное и смысловое пространство. Это то, о чем вы говорите. Да, хорошо бы на это не смотреть, и вот так, и вот так, вот так, но детям надо сдавать ЕГЭ. А студент, и вот это раздвоение во всем, оно приводит к такому серьезному дисбалансу. Хорошо, длинная воля, хорошо, долгий эволюционный путь. Мы что можем делать сейчас и сегодня? Люди, конкретно люди. Вот мы с вами, что можем делать сейчас и сегодня? Вот я как понимаю, первое, что это мы можем сделать, это осознать нашу сегодняшнюю ситуацию. Вот осознание приводит к пониманию тому, что все. Вот я здесь нахожусь, то есть спокойно, как бы стадия принятия, да, там не спорить, там не обсуждать. Есть такое, да. Стадия принятия, я понял, что я здесь. Дальше, какие у меня возможности есть, то есть потенциал того, что я могу сделать и куда идти. И не распыляться, вот шаг за шагом, стабильно, потихоньку. Вот я когда понял, что мой ребенок пойдет в первый класс, и там будет фонетика, и я понял, что это такое ужасное. Почему? Потому что она учит русский язык как иностранца. И ломает его и пинговую систему. То есть она запоминает неправильное формирование слов. Я понял, все, надо сделать так, чтобы она пошла в первый класс, уже умела читать, немножко писать, считать, главное мыслить, понимать, почему так происходит. Для того, чтобы переварить эту систему и не застрять в ней, пойти дальше. Фактически прививка. Прививка, да. Вы выпускаете ребенка в общеобразовательную среду, она в определенной мере токсична, но она не влияет на того, кому сделана прививка. Да. Это вопрос семьи. Да. Чтобы ребенок к 7 годам, плюс-минус там месяцы, да, ну кто-то в 6, ну скажем так, базово к 7, ребенок шел в школу в достаточной степени подготовленным, чтобы фактически, давайте вот совсем уж буквально, первый класс был им уже пройден. Я имею в виду по программе. Да. Ну вот вы говорите, вот ваша дочь. Фактически же она пошла в первый класс, зная всю программу первого класса. Да. А может быть и частично и второго. Раньше, если я не ошибаюсь, и не идеализирую советское время, хотя мы здесь за сталинский уклад экономический и за сталинский образовательный уклад, но мне кажется, что все-таки в массе превалировало вот это. Когда в первый класс приходили дети, все-таки подготовленные. Все-таки подготовленные. Советское время. Да. Все-таки подготовленные, которые уже как будто бы несколько ступеней прошли. Ну, были и так, и так. Вот по личному опыту и знаю. Так, и так, да, конечно. Я пришел не читающий в класс. Ну, как так, вот тяп-ляп. Но мальчики, они вообще на другой психологии, поэтому им сложнее в этом. Девочки усидчивые там. И, ну, я пришел, но меня за первый класс так-то, условно говоря, вымуштровали, что я уже умел читать, так писать. Взбодрили. Да, я даже не мог понять, что раз год закончился. Я вот сейчас понимаю, там, по каким-то отрывкам, так, по фотографиям, так думаю, это со мной такое было, там, какие-то эти вещи, говорю, но я же умел писать, читать, все. Да, мотивация, может быть, была такая хромающая, но все, меня все, то есть брали, грубо говоря, камень, отесывали, и он получался человеком в этом. А сейчас, получается, должен зайти туда уже какой-то полуготовый такой фабрикат, из которого потом начинается долепливать школа. Но если мы хотим наших детей спасать,
Мы должны часть взять на себя. Не бегать там так вот, это как раз вы отвечаете на вопрос, что мы можем сделать. Да. Ваша выросла 14, моим 17 в этом году, понятно, но это не отменяет того, что это частично, будут внуки, потом жизнь опять повторится сначала. Да. И есть огромное количество первоклашек, которые вот сейчас буквально там через пару недель меньше уже отправятся в школу. Ну, еще такой момент, знаете, какой... Не все понимают, что делать, и не все верят. Многие уже понимают, что много инфо-цыган, вот эта история. Ну, конечно, с этим-то засилен шарлатан. Что такое ментальная математика? Да, я когда стал разбираться, что это такое, ребята, это просто у ребенка рефлекс. Рефлекс на вот этот счет. Он не осознает, он просто вот это делает. Вам кто нужен? Биоробот, который будет вот это вот, человек, который понимает, что стоит за цифрами. Есть психика, которая формируется определенным этапом. Вы не можете заставить ребенка в 5 лет вот этим всем заниматься. Это просто рефлекс, как собака Павлова. Зачем? Дети и люди начинают понимать потихонечку, осознавать родители, что, ребят, ну да, как-то мы не туда бежим. Но когда соседи бегут быстрее, ты понимаешь, что ты просто отстаешь. И ты еще быстрее бежишь, начинаешь от этого волноваться. Так называемая тревожность родителей возникает. Иногда надо остановиться. Да, нужно остановиться и понять, ребят, так, что важно для меня? Так, я не участвую в этих вот обсуждениях вот этой ерунды, ну, понятно, да? То есть время высвободить. То есть лучше 15 минут эффективного занятия вечером с ребенком, чем вот это все там часами. Потому что делают, по большому счету, вот эти ранние... развивалки. Да, они замещают собой тот период, когда должна другая функция развиваться. Вот это вот класс 3.1, знаете, когда запускают ребенка, он должен за первый класс пройти 2 класса. Да, я видел этих детей, у них там лица на них, потому что они за год так устают, что такое ощущение, что они уже прошли все 10 лет. Уставшие. Говорю, ребят, а дайте ему в 7 лет, в 7:30 отдайте ему. Полвосьмого отдайте ему, да. И у него уже будет другой образ, он уже будет формировать мысли по-другому, он придет понимающий. Вы говорите о том, что они берут, условно, эти сами инфо-цыгане, паразитирующие на, так скажем, рефлекторных способностях организма и на рефлексных вариантах обучения, не крепких, не задерживающихся в сознании и не формирующих как раз системного мышления, они паразитируют на этом, отнимая ресурс будущего. Да, то есть забивая голову. Да, именно. И делая то, что вы сказали до эфира. Вот лежит чистый лист, проведите по нему линию, она вам видна, понятна, очевидна. Вот и зарисуйте этот лист вдоль и поперек, ручками всех цветов и карандашами проведите линию, и вы не поймете, где эта линия прошла. Да, именно так. Получается, что есть этап, что делала советская система? Она вовремя давала то, что нужно. Вовремя то, что нужно. Не это раньше, очень хорошо звучит. не позже, а вовремя. Вовремя то, что нужно. Кстати, есть такое исследование, мне его сбросили психологи. В советское время, когда обучали глухонемых, этому чтению письму, у них была идеальная грамотность. И статья почему? Не было фонетики. Они учились без фонетики. Это туз, который убивает все козыри. Замечание, но нет разрушения внутреннего понимания логики через диссонанс между молоко и молоко. Да. Понятно. Но это же никто не озвучивает, что это работает. Ну да, конечно. Всякая революция в образовании, она требует серьезных усилий, переподготовки кадров и так далее. Проще по накатанной, как оно идет. Хорошо, что мы могли бы обсудить на следующем эфире? Какая есть у нас тема? Это так, подводя итог первой нашей встречи, первого нашего разговора. Что вы видите таким системным вопросом, который можно было бы осветить? Я бы, наверное, сделал какой-нибудь план, знаете, так, план работы родителей, что делать с первоклашками в начальной школе, чему их готовить, на что обращать внимание. Это здорово. Практические результаты, чтобы хотя бы с этого начать. Это здорово, так как первый класс, он не нагрузочный, и если мы с вами, например, там днями этот эфир запишем, мы еще успеваем как раз до 1 сентября. Это полезно, это правильно, это хорошо. Действительно, только сегодня мы обсуждали тему чудовищной замусоренности инфопространства. Уже совершенно невозможно различить добро и зло, и какую-то чушь, и что-то действительно ценное. Давайте об этом. Да. Спасибо, это был Сергей Цветаев, шеф-редактор проекта «Эра», и у меня в гостях был Роман Миленчук, замечательный человек, методолог обучения системному мышлению, и мы будем писать следующий эфир в
помощь родителям первоклашек. Спасибо. До свидания. Спасибо. Совету передается вся государственная